Человек, который любит Белгород, и мне сегодня придется ему оппонировать. По какой-то причине весь первый этаж решили уничтожить. Это главный офис Красного и Белого? Что это такое? Они все трескаются, они все разваливаются. Это новая постройка, все новое. Это новое? Раньше дворы были гораздо лучше. Бездушное, некрасивое здание. Все залили асфальтом под парковку. Прекрасный пример того, как не надо делать велодорожку. Мы видим, вы так крадетесь за нами. А что такое? Почему вот этот выход закрыт, а этот открыт? Здесь нет Ленина! Друзья, это Сергей. Сергей... Я коренной белгородец. Ничего себе, коренной белгородец. Я очень люблю Белгород. И Белгород — это Человек, интересно. который любит Белгород, и мне сегодня придется ему оппонировать, чтобы нас не обвинили в ангажированности и в рекламе Белгорода. Так, у вас новый аэропорт. Да, новый аэропорт, нужно чуть пониже подойти. Рядом с ним даже невеста фотографируется. Да ты что? Да, это местная достопримечательность была, когда он открылся. И вот люди считают, что это очень хороший фон для свадебных фотографий. Ну, что я могу сказать? Давай так. Хорошо, что аэропорт новый. Да. О, троллейбус! Прямо Да, как у в нас есть Швейцарии. троллейбусы. Слушай, невероятно. У Смотри, нас ты очень приезжаешь в мало Белгород. Конечно, можно сказать, что... один, смотри. Смотри, конечно, можно сказать, что ты приезжаешь в Белгород, как будто в Симферополь, да, и там троллейбус. Но я скажу, что как будто в Цюрих или в Женеву. Потому что там к аэропорту тоже подходит троллейбус. Я вкратце себе просто расскажу. Я из Белгорода. Мы 6 лет ведем паблик «Белгород — это интересно» и просто рассказываем о городе. Такое хобби — рассказывать о городе. Вот отсюда вид. Ага, ну что, смотрите, потрясающий аэропорт. Какие ты знаешь шутки про Белгород? Как белгородцев стебут? Собянина все трогают за плитку. Да? Так. Плитка изначально Да, появилась в Белгороде. Если ты посмотришь, любой тротуар, он из плитки, где угодно. Да. То есть мы плитку уже прохавали, Собянин у нас потом ее забрал. И вроде большинство вашей плитки, оно наше все. Так. Вот, поэтому эти люди знали, где смотреть. Итак, что мы здесь видим? Здесь мы видим двухэтажное старый такой советский домик. Кстати, прикольно, что сохранился, смотрите, деревянный карниз. Что вообще большая редкость, что этот деревянный карниз вообще дошел до наших дней. Но по какой-то причине весь первый этаж решили уничтожить рекламу и прочую хрень. Это главный офис Красного и Белого. Что это такое? Это дворец спорта. Спартак, там бассейн. Подожди, Я ходил в детстве в бассейн. это из-за того, что Спартак? Да, он был красивый. То есть кто-то решил такой: о, у нас значит, у нас белый, Спартак, значит, нужно сделать все красно-белым. Интересно. Не, ну здесь все со всеми вытекающими. Да? Слушайте, запомните, друзья, никогда нельзя не делать эти навесные дешевые фасады из самого отвратительного дешевого китайского керамогранита. Они через полгода все начинают смотреться как полнейшее говнище. Вот смотрите, это вот здесь очень хорошо видно. Они все трескаются, они все разваливаются. И это всегда, абсолютно всегда происходит по одинаковому сценарию. В мире нету здания, которое облицевали бы этим говном и которое бы через полгода смотрелось хоть более-менее приемлемо. Это все смотрится как дешевое говнище. У меня, кстати, есть пост про 10 элементов, которые нужно просто запретить использовать в городе, потому что этим не умеют пользоваться. И здесь мы сейчас посмотрим, но здесь так с виду они приблизились. Ковка. Да, Ковка. да, смотрите, они приблизились. Во-первых, у нас здесь есть сотовый поликарбонат, цветной, плюс ко всему это цветной сотовый поликарбонат. У нас здесь есть омерзительные вот эти вот навесные фасады из дешевого керамогранита. У нас есть ковка. Ковка — это еще один враг города. Не потому, что ковка сама по себе, она может быть нормальной, да, но, к сожалению, не существует прецедентов, когда кто-то делает кованые элементы хоть более-менее приемлемо. Получается вот такой колхоз. Просто интересно, что происходит в голове у человека, который занимается вот здесь как-то вот благоустройством вот этого чудного комплекса. И вот здесь сделали такую подставку, хромированную подставку из-под цветов. В этом здании работал с отваленными буквами заслуженный тренер России. И уже другая подставка, и она кованая. То есть там хромировано, здесь кованое. В описании будет ссылочка на полный материал про 10 запретов, которые спасут города. А я коротко их напомню. Ну, первое — это цветные стекла. Здесь, ну, в принципе, цветных стекол у них нету. Тут они хорошо, они проскочили. Следующее — это уличные шахматы. Хорошо, что они Спартак не в шахматы играет, они шахматы не поставили. Подъемники для инвалидов. Подъемники для инвалидов нет. Хромированные поручни есть. Они с подставочкой вышли у нас, хромированные поручни.
Рекламные зонтики. Нет рекламных зонтиков. Фух, рекламных зонтиков нету. Крашеные бордюры. Крашеные бордюры. Крашеные бордюры. Заборы вокруг газонов. Нету. Смотри. А могли вот. Еще один шаг, и можно было приблизиться к супер топу. Ковки здесь предостаточно. Поликарбонат был. И отвратительный вен-фасад. 5 из 10 получает у нас здание Спартака. Я считаю, что это успех. У нас редко кто-то 5 баллов из 10 выбивает. Ну что, друзья, мы смотрим жилые районы. Что может быть приятнее жилых районов? Особенно учитывая, что по всей России они одинаковые, но в Белгороде они нашли, как отличиться. Они старые, я такой, это 90-е. Нет, это новая постройка. Все новое. Это новое? Да. Окей. Просто я смотрю, из чего-то были непонятного построены. Хорошо, это новая постройка, просто выглядит, как будто их построили в 90-е. И, как и все остальное, в Белгороде они облицевали их дешевым керамогранитом. Вот вен-фасад из дешевого керамогранита. И, как обычно, мы можем насладиться, насколько все это дело смотрится, насколько небрежно, неаккуратно. Именно поэтому в мире, в нормальных странах, в Европе, в Америке, вы не найдете ни одно здание, которое было бы так облицовано. То есть обычно это делают где-нибудь там в Китае. Вот это одноразовое барахло, когда сегодня построили, завтра снесли, вот это все так быстро меняется, и они какое-то такое очень дешевое и быстрое решение, они так делают. Кучу минусов у таких фасадов, ну, во-первых, они быстро разваливаются. То есть я не знаю, сколько лет назад было, Сереж, построен? Слушай, ну, лет 5 уже точно Ну, стоит. окей, да, это было построено 5 лет назад, да. Видно, что вот эти все, они уже все, вот здесь уже нету ровных, они все уже кривые, они косые. валяются, видишь, они отваливаются. Да, они отваливаются, они деформируются, их невозможно нормально мыть. Потом весь этот утеплитель за ними, то есть их обычно как делают, он весь проседает. Под действием дождя, ветра, это там заводятся какие-то жуки, пауки, ежи, еноты. В общем, это очень плохо. Это кварталы послевоенной застройки. Вот конкретно эти районы строили в середине 50-х годов, когда город начал развиваться на север. И сейчас мы все это уже не увидим, но еще недавно здесь можно было увидеть такие классические картинки вот советских открыток. Город-сад, фонтаны со скульптурами. Здесь на бульваре стояли скульптуры. Пишут, что все скульптуры вместе с фонтанами окончательно уничтожили в конце 90-х. Сейчас чаши бывших фонтанов используются под клумбы, так что красоту можно посмотреть только на старых фотографиях. И это мы возвращаемся вот, к тому, как раньше планировали дворы, как вот это все озеленяли, и вот представление о том, каким должен быть город в 50-х годах. И, естественно, мы видим, что раньше дворы были гораздо лучше. То есть, если мы сравним старые районы с новостройками, то есть даже стандарты 50-х годов, они гораздо более уютные, живые, зеленые, чем то, что делают сегодня. Удивительная деградация вот, городских пространств, дворов, городской среды. И, к сожалению, вот эти дома тоже уничтожают. Я не знаю почему, видимо, сейчас здесь построят очередную какую-то хрень. Дома выглядят добротными, они кирпичные. Я уверен, что при должном уходе они еще не одно десятилетие могли бы послужить, но это важная часть истории города. Здесь уже какая-то сложившаяся застройка, зеленый тихий райончик, но вот, к сожалению, скоро его не станет. Понятно, что болт забили, можно было сделать. Это же вопрос содержания. Если ты сейчас у людей, кто здесь живешь, выкупишь у них эти квартиры и возьмешь вот этот вот дом и проведешь здесь, ну не знаю, там капремонт, и здесь может получиться офигенно там какое-нибудь элитное жилье дорогое. Ну продать 2 этажа и продать 15 этажей. Ну понятно, слушай, понятно, что сейчас всякие алчные пи***цы, они уничтожают прекрасный Белгород. Ты видишь, ничего не делают, ждут, когда все уже, потому что и асфальт здесь вместо плит, и бордюры старые. Слушай, это очень жаль. В Москве, к сожалению, такое происходит давно, и подобный район вообще мы уже мало где можем встретить. Хотя, еще раз, это важная часть нашей истории. Мне бесконечно грустно смотреть, когда такие районы уничтожают. Да, ну вот вместо хорошего зеленого исторического района получается какая-то вот убогая пластиковая хрень. То здесь все была такая застройка, да? Да, вот прямо мы сейчас дойдем, и последний дом будет такой же, как мы первый видели. Блин, жесть. А зачем снесли дома, здесь, говорят, красивые были? Где? Ну, здесь раньше. Нет, вот эти двухэтажные такие. Ну, двухэтажные кирпичики были, вон нам они дальше Во. стоят. И как, лучше стало? Ваше мнение? Нам все равно. Во, вам все равно. Нам лишь бы денег. А вы строите? Да. А, ничего себе.
Понятно. Совершенно такое бездушное, некрасивое здание, построенное из дешевых материалов. То есть домики с 55-го года, которые скоро им будет уже под 70, и они до сих пор выглядят нормально. То есть без должного ухода, безо всего они выглядят нормально. Вот эти вот здания, облицованные дешевыми вент-фасадами, с пластиковыми окнами, они уже через несколько лет будут выглядеть как полное говнище. А через 65, я надеюсь, их не останется, они сами уйдут куда-нибудь в землю и здесь восстановят историческую застройку. Слушай, очень какая-то странная архитектура. Да, я же Кто это придумал? Вот обратите, друзья, если мы сейчас с вами посмотрим на старые фотографии советских дворов, которые делали еще раз в 50-е годы, когда страна восстанавливалась после войны, когда не было лишних денег, когда не было еще никаких представлений вот этой вот урбанистики, не было исследований, не было вообще ничего, но тем не менее, вот посмотрите на дворы, которые делали раньше, посмотрите на то, что они делают сейчас. То есть все залили асфальтом под парковку, поставили какое-то самое дешевое, убогое детское оборудование на песочек. Я не уверен, что они высадят здесь какие-то деревья, потому что обычно, вот судя по тому, как они на всем экономят, может быть, пару каких-то веток воткнут, из них, может быть, когда-нибудь что-нибудь получится, и все. Посмотрите вот просто даже на подъезд. Сравните с подъездом, который был раньше. Да, сколько вот пластики, если мы сейчас просто посмотрим вот на старую дверь, сколько там было пластики, как то было вообще приятно заходить, было приятно с этим домом контактировать. Ты подходил, ты видел кирпич, ты видел вот эту лепнину, ты видел какие-то профили интересные. Там у тебя лампочка, лавочка, там какие-то цветочки росли. Теперь ты заходишь в этот вот бездушный, кривой, косой, вот бетонный какой-то вход с дешевой серой дверью, как будто какой-то эвакуационный выход, и все. Вот так вот деградировала среда за 65 лет в Белгороде. Все-таки в Белгороде люди добрые, щедрые. Вот. Видите, песочница ломится от песка. Притом вот здесь столько, что он уже закаменел тут. Ну, зато много песка. Мы нашли классно сохранившийся каменно-кирпичный старый дом. И вот с этой стороны он выглядит очень круто, потому что его не испортили этими вент-фасадами, и он выглядит круто. Сейчас посмотрим, как он выглядит с другой стороны. Потому что Сережа говорит, что с другой стороны он должен выглядеть хуже. Нет, здесь он, ну, нечто тоже здесь красно-белое все изуродовало. Он здесь так более-менее нормально выглядит, да. Прекрасный пример того, как не надо делать велодорожку. В чем здесь направление? Здесь был бульвар, здесь было две тропинки, и люди ходили по двум сторонам бульвара. Они решили оставить одну дорожку плиточную для людей и вот типа велодорожку сделать асфальтовой. Плитка кривая, косая, асфальт ровный. Первый вопрос, да, где пойдет человек с коляской, с детской коляской? Конечно, он пойдет по ровному асфальту. Начнутся конфликты. Второй момент, да, они оставили там лавочки, то есть люди сидят буквально на велодорожке. Естественно, опять же, у нас возникает куча конфликтов, потому что там вон дети, они вот выходят на эту велодорожку, непонятно, если сейчас поедет велосипедист, что он будет делать. Потому что велодорожку нужно делать так. Это инфраструктура, которая больше там транзитная. Человек едет, ее делается, наоборот, там, или около проезжей части, или где-то там подаль, чтобы не возникало конфликтов с людьми, которые пришли на бульвар погулять. У вас можно разговаривать с людьми в солнечных очках? Ну, или лучше так? Наверное, да, лучше так. Лучше так, да? Нам Да. тут сейчас предъявили. Чуть лопатой Да? по голове не дали, да. Странно. Ну, там еще алкоголь вмешался я. Ну, слушай, я читаю, как у тебя, я думаю, что вопрос архитектуры у нас стоит достаточно остро. Я не знаю, ребята, советовали или нет. Обязательно нужно посетить в районе Энергомарта, это вот эти дома новые построили. Угу. Это там такое говнище построили, которое, я думаю, что я не Где вы сегодня были? Угу. Извините, пожалуйста, а можно вас отвлечь? Один вопросик. Никаких вопросиков, до свидания. Убирайте свои телефоны. До свидания. Да вы что? Здесь на что нужно обратить внимание? Во-первых, здесь нет Ленина. Здесь нет Ленина. Вместо этого стоит стела, которую подарили как городу воинской славы. И это очень круто.
Что еще? Тут при реконструкции зданий сделали классные крыши. Вот здесь у всех, вот все, что вокруг, такой темно-серый цвет. И это прям очень круто по-скандинавски. Да? Вот в Норвегии любят такие вот в темно-серый цвет. И здания смотрят сразу намного дороже, лучше, интереснее. Но, к сожалению, вот, если наверх посмотреть, вот вся лепнина, какие-то балясинки, которые там были, они все упростили, сделали какие-то дурацкие заглушки. Значит, смотри, мы смотрим вот этот вид, мы смотрим на эту гостиницу. Это было потрясающее, такое, ну, нормальная, хорошая, 4-этажная гостиница, советская, такая вот сталинская архитектура. Они для того, чтобы надстроить 1/5 этаж, они просто нафиг убили весь фасад, достроили какую-то нелепую башню. Думаю, как эту башню могли вообще построить? Откуда эта башня здесь взяла? Не мог поверить. Блин, они вообще все изуродовали. Они все изуродовали, все переделали, и получилось как какое-то просто евроремонтное говнище на месте классной советской гостиницы. С ума сойти. О, Татарстан, привет. Вы из Казани? Да, И как здесь? нормально. Красиво. Нормально? Что делаете? Уток кормите? Да. Почему? По регби. Вы регбисты? Да. Офигеть. Ну круто. Как Белгород? Хороший, красивый Ну, город. Казань-то круче. Ну, Казань, конечно. Ты убить хочешь? Ты убить хочешь шутку хлебом? Такие эти кидаешь. Не, мы кожа. Я понял. А вы не из Белгорода, да? А откуда? С Мурманска. Мой любимый город. Как вам парк «Сказка»? Как бы его обновили, да, хорошо. Ну и а что там вот отлично? Понаставили этих скульптур они, бестолковых. Там очень маленькая площадь. Там очень Вместо того, чтобы хороший парк сделать. На эти деньги, они сколько там? Они потратят 180 У миллионов. нас сейчас вокруг Да, Семеновского нет, делается сами-то парк. скульптуры красивые. А что с ними? Ну стои красивые. Стоит, да. Трогать нельзя, забираться на них Да нельзя. прям, все лазят, все Во, Во, фотографируют. так там везде таблички висят. Меня чуть Не это, знаю, не видела табличек. там на каждой скульптуре таблички. Ну, вообще, как бы, да, не положено. Во. Камеры стоят. Пыли много, угольной, дышать нечем. Ну, это Там вы угольная в база рядом. порту были. Ну и что, в центр долетает, как ветер. Ну, естественно. Вот, Там щас пушки- Киркинесс, вот это да. Ну, это понятное дело. Ездите в Киркинесс? Не, не были. Не были. Да ладно, вы Да не были в ладно. Киркинессе? А что там делать? Чё там Что мы делать? этих норвегов не видели? Нам в России неплохо. Не, ну посмотреть так, вообще не надо там жить, оставаться. Так, как Понятное дело. сходить, посмотреть. Это как в Мурманске, как мне сказали, как больничный городок, только цивильный. А так то же самое. А уровень жизни не на ледоколе Ленин были? Были. О, и я был. Конечно, это РУ, наша местная достопримечательность. Так, ну Белгород вам как, нормально? Вообще красивый город. Всё. Красиво, да. Очень красивый, понравился. Лучше, чем Мурманск? Ну, конечно, лучше. Вот, честно говоря, мне тогда. О. Потому что, видите, к набережной, еще что-то. Ну и погода, я вообще не знаю, Погода. как вы ночью А живете. так Погоды я в бы- Мурманске нет. Я не могу, я вот Нет, ну, в когда... Мурманске своя красота. Я не Ночью? сравниваю. Как? Конечно. На севере своя красота. На Не, севере. это безусловно. Белгород это Белгород. А во, правильно, это Мурманск. правильно. Ладно, хорошего вам здесь отдыха. Платная парковка. С ума сойти. Она недорогая, 30 рублей час. 30 рублей в час. Да. А, ну и все. То есть полчаса ты можешь бесплатно стоять, дальше ты платишь 30 рублей в час. Можно карточкой оплатить. Да, Красота. да, можно через приложение оплатить. Не Точно перестаю такое же. радоваться платным парковкам. Платные парковки это всегда очень хорошо. Те же ребята, что и московские Да. парковки, делают вот наши белгородские. Самый новый из 3 музеев — это старый краеведческий и музей диорам. Край, война, искусство. Такая архитектура ужасная. Такая подделка на модерн. Это в какой-то 90-е его построили? Нет, это вроде... Нулевые? Конец 90-х, да, начало. Ну да, ну и... То есть такая какая-то отвратительная, бездарная подделка на модерн. Мне нравится вот это вот приподнятое ливнё, вот это вот лоток для воды, который приподняли, чтобы вода туда не попала. Смотрите, друзья, я вот хотел бы на примере вот этого вот потрясающего здания показать вам, как отличить плохую архитектуру от хорошей. Вот здесь вот построили нечто и вроде бы в таком классическом стиле. Я не знаю, откуда они это срисовывали, но наверняка они взяли какие-то старые эскизы или какое-то понравившееся им здание, решили сделать нечто подобное. Как вы думаете, вот посмотрите на это здание, и у вас все равно создается ощущение, что что-то не так, что-то не так. Так, сейчас нам нужен какой-нибудь человек, кто ничего не понимает в архитектуре. У нас есть случайный прохожий. Привет. Привет. Ты же случайность оказалась? Да. Ты что, не понимаешь в архитектуре? Нет. Посмотри на это здание. Посмотри на это здание. Что это?
чем подвох? Крыша, наверное. Ладно, на самом деле Аня, конечно, не случайный прохожий. Аня гуляет с нами, но она искренне не понимает, что не так. Мы видим вот здесь вот портик и 4 колонны в ионическом ордере. Ионический ордер — это такие завиточки, легко запомнить. А теперь посмотрите на пропорции этих колонн. Где вы видели пропорции, вот такие пропорции у колонны? Здесь не колонна, здесь труба. Колонна от трубы отличается тем, что у нее сечение, оно переменное. Она, как ионический, это женский ордер. Он всегда был изящным. И он, как женщина, имеет фигуру. Он имеет широкие бедра, имеет такую вот как талию и утолщение в нижней части. И это придает ионической колонне грацию. Что сделали они? Они сделали трубу. Бездарная, безграмотная халтура, которую вот здесь построили. Мне очень грустно вот на все это смотреть. И на вот это вообще страшно смотреть. На это страшно смотреть. На фонари, на забор и на все, что у них есть. Я очень расстраиваюсь, когда я вижу такое. Если кто-то из вас, друзья, вдруг не понимает, в чем здесь проблема, я вам советую немножечко изучить там историю архитектуры, что-то посмотреть, чтобы обращать внимание на такие вещи. Но сейчас про колонны. Запомните, колонна должна быть изящной. Изящной. Потрясающе, слушай, вот это архитектура, просто потрясающая улица. Вот эти вот домики, то, что тротуар прямо идет вдоль фасадов, то, что здесь деревья, это очень круто. И, конечно, если это снесут, это будет катастрофа. Сейчас мы зайдем в эти дворы. Посмотри, какая красота. Это же невероятно милый и уютный дворик. И такой вот был на той улице, да, где мы были? Вот смотри, склады, это то есть Да. это подвал уличный. То есть получается, у каждой квартиры есть вот такой подвальчик. Ну, то есть не подвальчик, а уличный склад. Красивые дома у вас. Не будешь сносить, да? Что? Сносить не будут. Я не знаю, я бы не сносил, мне нравится. Да, хороший дом, ну, пора. Сносить пора? Вы хотите, чтобы снесли? Ну, уже 17-го года хотели, а говорит, будет А вы живете здесь? офисы будут. Ну, Особенно То есть вы хотите, чтобы вас отсюда переселили в какую-нибудь многоэтажку, да? И Да. чтобы вот с бетонным Уже двором, так красиво. желательно подальше. Подальше. В какую-нибудь деревню. А, в деревню? Да. Смотри, да, вот какой просто подъездик, да. Понятно, что, ну, да, понятно, да, что это из каких-то пенечков сделаны там лавочки и все остальное, но ты такое вот качество Среди городской веранды у среды, них вот это вот, да, у них самовар, этот балкончик. да, ты даже близко не получишь ни в одном вот этом новом районе. Такой вот красоты. Если вот эти дома привести в порядок, то, конечно, цены бы им не было. Кто-то вставил дверь. Вам нравится? Вы же здесь живете? Конечно, Хороший же, да? да. У вас тут нет, это просто красота такая, такой двор зеленый, все. Да. То есть вы бы его не сносили? Нет, Сносить или нет? она не Дом. Да. Да уже буду сносить, конечно. Будут? Да. Вы за? Да. И переедете в какую-то вот многоэтажку с бетонным двором и будете вот это, сидеть на асфальте вот под солнцем, да, вместо вот этой красивой. О, не будет, и будут. Со временем деревья порастут, все. А що ж сидіть, поки привали? Уже ж потолки валяються. Может, ремонт сделать? Нічого не принадлежить к ремонту. Так, вы, значит, за сносить, а вы? Она не А вы не... А вы? Согласна хоть куда. Итак, мы находимся на пешеходной улице. И это действительно очень странная пешеходная улица. Здесь плиточка. И эта плиточка бетонная, она даже более-менее нормально уложена, я не знаю. Ну, ее недавно уложили, пока еще все косяки не вылезли. По центру тут решили сделать нечто. Это нечто, видимо, по задумке дизайнеров, должно напоминать зеленую реку, поэтому они сделали между плитки, они тут сделали такую вот земляные такие вот прорези, через которую, по идее, должна расти травка. Проблема в том, что она не растет. Очень странное решение, которое, конечно же, не будет работать, потому что, во-первых, здесь уклон, здесь будет постоянно течь вода, она будет вымывать отсюда грунт, здесь постоянно переходят люди, они будут вытаптывать все это, и кроме грязи здесь никогда ничего не будет. Это просто какое-то безумие, я вообще не понимаю, кто это придумал, что у него было в голове и вообще, что здесь происходит. То есть вот это велодорожка опять. Это велодорожка, которая опять идет посередине дороги. Потом она уходит куда-то к фасадам. И, естественно, по этой велодорожке ходят люди, потому что люди идут вдоль фасадов.
потому что идти по центру, ну, никому не хочется. Ну, большинство людей идет вдоль фасадов, и они на этом месте пустили велодорожку. Поскольку они совершенно вообще нигде во всем своем этом благоустройстве, они не думают про водоотвод, поэтому, естественно, вот весь дождь, он вымывает эту землю, и вот эта вся грязь, она повсюду. А потом все такие ходят и удивляются, а откуда пыль? Почему нам нечем дышать? Почему у нас все пачкается, на зубах скрипит? И вот откуда пыль. Потому что какую-то фигню делаете. Это вообще безумие. Я надеюсь, вот это все заигрывание с травой может скорее закончиться. Это заасфальтируют или засыпят каким-нибудь песком, деревом, еще чем-то забьют, заколотят, чтобы этого ужаса не было. Это бестолковое, ужасное решение, которое никогда не будет работать. Ну, мы в ужасе от этого. Отрицательно. По поводу этой улицы. Да. Да. Там Заковали был в бетон. прекрасный газон, Да. деревья. Теперь да здравствует Арбет. Да. Это завод, Мгм. который производит плитку. Все закатано вот теперь Вот этой такой плиткой. слой бетона, потом на нее насыпали вот столько земли, посадили газон, который дождем вымывается. Ну, конечно, да. А что за ерунда с этими? Травка какой-то там торчит. Это... Это Не вообще- знаю, кто вот, Кто там просто ходит, интересно, думали запинается, перед а вы тем, не Да. как обратили делать или нет? внимания, вы там проходили, там вот это гранитное, ну как вроде Дорожка, окаймление, велодорожка. велодорожки, Да, да. сколько там уже детей и Да, людей поубивалось. конечно. Ну, я там лично спотыкалась, еле Да не, ну. остановилась. Да, и- Потому что она положена, а В боках общем, торчит. Это ну, надо естественно. идти и смотреть. И людей не слушают, не думают. Надо просто было сейчас заложить все плиткой и бетоном. А что будет потом, похоже, никого не интересует. все это проектировали и говорили, ой, как нам это Да. нравится. Этот проект. Озеленение. Люди, Под которые знак здесь озеленения практически это было. не бывают. Мгм. А мы здесь живем. А с вами не согласовывали, не спрашивали вашего мнения? Нет, у нас люди ходили и говорили, что вот нам Никто не не надо, слушает. мы не хотим, нам это не нравится. Ну, Итак, друзья, мы идем на вокзал. Здание вокзала одно из самых не очень хороших в Белгороде, потому что оно тоже обшито удачным вент-фасадом. Мы сейчас на него посмотрим и отправим в РЖД все, что мы думаем по поводу этого здания. А как нам перейти к вокзалу? Здесь нельзя перейти? Ну, типа вот так, и типа вот кругом. То есть так прямо нет. То есть нужно идти через автобусную станцию. Так, да я хочу, чтобы ты показал, как надо идти к вокзалу. А изобразишь ты с чемоданом, пожалуйста? Чемоданом? Я его беру. Надо найти человека с чемоданом. Слушай, да, и все вот этим вот ужасным вент-фасадом. Кошмар. Вот как выглядел вокзал. Ну да. Ну то есть да, в общем, был просто обычный его- такой вот позднесоветский модернизм, Да, который его обшили вент-фасадом. они взяли и обшили вент-фасадом. Очень жаль. Очень странно, что они закрыли вот этот выход. Здесь просто заборы. При том, что и здесь закрыли. С той стороны ты можешь подняться на платформу, а с этой не можешь. Это удивительно. Здрасте. Мы видим, вы так крадетесь за нами. Не, мы Никак. смотрим. А, Вы что-то у нас Мы тут снимаем, снимаете. да. А что такое? Загадки вашего вокзала. Почему вот какие? этот выход закрыт, а этот открыт? Пассажирам неудобно. В целях безопасности. Какой у вас здесь вот открыт выход, а вот этот А закрыт? здесь В чем разница? выход для пассажиров маршрута. Нет, какая разница? А почему здесь нельзя выйти? Вот эти ворота у вас почему закрыты? В целях безопасности. Какой безопасности? В чем получилось? В чем она осуществляется? Чтобы все проходили через рамки. Какие рамки? Вот, согласитесь, странно. Это не наше решение. Я понимаю, что это не рамки. Нет, слушайте, ни в коем случае, я же не говорю, что это вы. Это глупость, которая по всей стране, и это не только на вашем вокзале. Какая разница, вот, что здесь человек вошел, что вот он вошел здесь на улице. У вас вот здесь закрыто, а здесь открыто. Ну и что? Какая? Это же не вопрос безопасности, вопрос удобства пассажиров. Теперь все ходят, обходят. И... Ну, вот так вот закончилось наше прекраснейшее общение. Но видно, просто людям скучно. То есть это никаких конфликтов, все очень милые, добрые. Им скучно, нам скучно. Мы Пообщались. развлекли друг друга. Да. Все получили от этого общения удовольствие. Мир прекрасен, потому что мы в Белгороде. Вот лучше бы РЖД занималась не театром безопасности своими бесконечными рамками, а сделали бы около вокзала дорогу. Слушай, это какой-то позор.